Привет всем, ARMY! В последнее время мы все заметили нечто особенное в движениях Чон Чингука, что очень напоминает нам Ким Тэхёна. Хотя мы не так часто видим Тэкука вместе в последнее время, Чингук всегда находит тонкие способы показать нам, где находится его сердце. На этот раз он ясно дал это понять простым жестом в недавно появившемся видео. Жестом, который мгновенно вернул многих фанатов к воспоминаниям об Эридинамите. Тэкук всегда чувствует себя особенными, когда их видят вместе, и когда дело касается их, кажется, что все происходит не случайно. В видео мы можем ясно видеть, как Чингук делает почти точно такой же жест, как и Тэхён, небольшая деталь, которая сразу же вызвала бурные дискуссии среди фанатов, как будто этим простым жестом Чингук вспоминал кого-то очень важного в своей жизни. То, что мы увидели, не было просто небольшим совпадением. Для многих фанатов это показалось очень явным знаком того, что Чингук постоянно думает о Тэхёне, даже когда они находятся не в одном месте. Этот небольшой жест ощущался как безмолвное послание, которое могут понять только те, кто долгое время следил за их отношениями. Наблюдая за их отношениями на протяжении многих лет, многие из нас были рады видеть, как Чингук ведет себя естественно, не по сценарию или чьим-то ожиданиям, а исходя из своих истинных чувств. В видео, где Чингук имитирует движение Тэхёна, есть что-то очень искреннее, что-то труднообъяснимое, но легко ощутимое. То, как Чингук имитирует эти движения, кажется, демонстрирует, насколько глубоко Тэхён повлиял на его жизнь. Некоторые пытались утверждать, что имитация – это просто способ привлечь внимание. Однако для многих фанатов такая теория кажется менее правдоподобной, потому что то, что мы видим, это спонтанность, которую трудно подделать. Вместо того, чтобы принять очевидное, некоторые люди предпочитают придумывать другие истории, чтобы избежать необходимости признавать, что их связь действительно крепка. Однако факты, увиденные за эти годы, показывают, что между ними существует прекрасная связь. Связь, для понимания которой не всегда нужны слова. Красота их отношений часто проявляется в мелочах, в том, как они влияют на выражение лиц друг друга, как улыбаются, когда видят друг друга, или даже в том, как неосознанно имитируют привычки друг друга. Эти мелочи часто являются самым искренним свидетельством близости. Что делает этот момент еще более захватывающим, так это то, что Чингук, кажется, не пытается никого впечатлить, он просто ведет себя естественно. Именно эта спонтанность делает их отношения особенными, потому что, когда кто-то по-настоящему близок с другим человеком, мелкие привычки часто перенимаются неосознанно. Как будто между ними существует тайный язык. Язык, который не всегда произносится вслух, но который можно увидеть через простые жесты. Каждый раз, когда мы видим, как Чингук делает что-то, что напоминает нам о Тэхёне, это как будто мы заглядываем в маленький мир, который понимают только они двое. Как будто Тэхён всегда присутствует в уголке сознания Чингука, даже когда они находятся в разных местах, это влияние все равно проявляется в его движениях, в том, как он выражает себя, и в том, как он реагирует на различные ситуации. Есть также воспоминания, которые фанаты никогда не забудут. Например, 3 года назад, когда Тэхён и Чингук вместе ходили на мюзикл Пак Хёшина. Этот момент был особенно особенным, потому что они были не одни, их сопровождали друзья из семьи Уга, такие как Пак Хён Сик и Пак Саджун. Такие простые моменты показывают, что они всегда находят способы проводить время вместе. Даже когда их жизнь была очень насыщенной, такие воспоминания служат доказательством того, что их отношения существовали не только перед камерами, но и в их более личной, реальной жизни. Мюзикл был лишь одним из моментов, ставших достоянием общественности, но многие фанаты считают, что у них было много других моментов, которые они разделяли вне поля зрения публики, маленькие моменты, которые мы, возможно, никогда не увидим, но которые все еще являются важной частью их отношений. Их связь также очевидна через их взаимную дружбу. Интересно, что у Чингука довольно близкие отношения с Пак Хёшин. Он даже упомянул на одном из своих концертов во время службы в армии, что у него есть номер телефона певицы и что Пак Хёшин однажды пообещала давать ему уроки вокала. Это демонстрирует, насколько тесно переплетены их дружеские круги, создавая прочную сеть поддержки. Когда у двух людей есть общие друзья, их связь часто становится крепче, потому что они принадлежат к одному социальному кругу. Одним из самых трогательных моментов для фанатов стало исполнение Чингуком песни «Уинтер Эрхит» на военном концерте.
Для многих фанатов эта песня имела глубокий эмоциональный смысл, словно это был еще один способ для Чингука выразить свои чувства через музыку. Чингук также с большим чувством исполнял песни Пак Хё Шин «Goodbye» и «Бред». Интересно, что Тэхён тоже пел «Бред» на «In the Soup». Это совпадение кажется прекрасной музыкальной связью. Когда мы слышим одну и ту же песню в исполнении обоих, даже в разное время, кажется, что между ними существует тонкая нить. Их голосы разные, но каким-то образом дополняют друг друга, создавая для фанатов очень особенное музыкальное впечатление. Вот почему многие мечтают снова увидеть Тэхёна и Чингука вместе. Когда они вместе, между ними возникает уникальная энергия, которую трудно объяснить. Энергия, которая приносит радость каждому, кто ее видит. Хотя из-за военной службы они не могут быть вместе так часто, как раньше, за эти годы они подарили так много прекрасных воспоминаний, которых достаточно, чтобы фанаты продолжали улыбаться. Одно из самых восхитительных качеств отношений Тэхёна и Чингука – это то, как они сохранили свою крепкую связь, несмотря на огромное давление мира развлечений, популярность, плотный график и постоянное внимание общественности. За эти годы многие заметили похожую закономерность в их взаимодействии. То, как они смотрят друг на друга, когда находятся вместе, взгляд, который не мимолетен, а задерживается на несколько секунд дольше обычного. Когда один говорит, другой внимательно слушает. Когда один улыбается, другой почти всегда отвечает улыбкой. Эта реакция повторяется неоднократно, как на камеру, так и вне ее. Они также часто естественным образом ищут друг друга. Если Тэхён слегка отходит в сторону, Чингук часто следует за ним взглядом. Если Чингук подходит ближе, Тэхён не отходит, расстояние между ними остается небольшим. Иногда их руки ненадолго соприкасаются, но нет никаких признаков дискомфорта. Вместо этого чувствуется доверие и спокойствие. Их язык тела расслаблен, когда они находятся рядом друг с другом. Такое спокойствие обычно возникает, когда два человека чувствуют себя в безопасности вместе, а безопасность является важной частью крепких отношений. Чингук часто демонстрирует своими действиями, что Тэхён занимает особое место в его жизни. Каждый раз, когда Чингук смотрит на Тэхёна, его выражение лица, кажется, немного меняется. Его лицо становится мягче, его внимание полностью сосредоточено. Многие замечают, что его реакции не всегда совпадают с реакциями других. С Тэхёном больше улыбок, больше внимания и больше близости. Чингуку, похоже, не очень важно, как другие воспринимают это взаимодействие, он просто действует в соответствии со своими чувствами. Тэхён часто отвечает одинаково. Когда Чингук зовет его по имени, он обычно сразу улыбается, его реакции быстрые и искренни, их зрительный контакт неизменен. То, как они понимают друг друга без особых объяснений, показывает, что они пережили вместе много событий, долгое время, бесчисленные истории, все это отражено в маленьких жестах, которыми они обмениваются. На самом деле мы видим простое, долгий взгляд, спонтанная улыбка. Комфортная физическая близость, постоянное внимание – все это признаки отношений, которые естественным образом развивались на протяжении многих лет. Чингук ведет себя по-другому, когда находится с Тэхёном. Разница очевидна для любого, кто обращает на это внимание. Это не что-то искусственное, это повторяющаяся модель поведения. Когда один переживает трудные времена, другой остается внимательным, его присутствие ощущается реальным. Это не поддержка издалека, а ощутимая близость. Говорить о Тэкуки значит говорить о связи, которая продолжает проявляться в маленьких действиях, не только на словах, но и благодаря последовательному поведению на протяжении многих лет. В конце концов, многие фанаты верят в одну простую вещь. Во многих моментах, даже ничего не говоря, Чингук, кажется, защищает Тэхёна одним лишь взглядом. Это тихая, но значимая форма заботы, связь, которая постоянно видна даже в мельчайших деталях. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers.